И, друзья, все проходит. И это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Призываем к разуму, призываем задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать. Призываем вспомнить историю, но, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну, конечно, на Западе же не знают этих историй про печенегов, половцев, которые терзали. А сейчас на России склады почему-то сами горят, бензина нет, электричество отсутствует. Все идет согласно бункерного плана. Поддержите канал подпиской, комментарий, лайк приветствуется. Самая миролюбивая страна. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн, это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово «война». Это война, ребята! Началось, ребята! Американцы напали, ребята! Ура! Лежать! Атакую! На самом деле, это просто прилетел директор ЦРУ в Россию на какие-то там переговоры. Американцы прилетели на переговоры. Представляете, живые американцы, да еще и в Москве. Такого не было давно. Повеселили. Вся пропаганда там сейчас гудит об этом. Во Внуково 1,5 часа назад. 1,5 часа побыл и улетел. Наверное, что-то порешали. Скорее всего, версий много, но, скорее всего, разговаривали о каких-то обменах политическими заключенными. А вместе с улетом, когда летел директор ЦРУ на Россию, московская биржа росла. Когда он улетал, она тоже улетала. Все стабильно. Экономика. Путин Владимир Владимирович, обращаюсь я к вам. Пацанам на передке живется очень плохо. До них не доходит тушенка, их выкидывают в помойку. Не может такого быть. Помойку выкидывают. До них на передок ничего не доходит. Они голодают там, парни. Кто не смотрел, посмотрите предыдущее видео на моем канале. Там есть очень интересно, в каких условиях содержатся подобные заключенные, которые отказываются идти в штурм. Их расстреливают там, а вы почему не обращаете на это внимание? Сейчас я записываю видео. Владимир Владимирович очень занят, он рассказывает истории про печенегов и половцев. Я хочу, чтобы это видео до вас зашло. Все-таки я специалист по пропаганде, контрпропаганде, и мне приходится русофобские ресурсы тоже просматривать. Я обратила внимание, что все, что касается вот этих ударов по Вайлдберрис, невероятно однотипно. То есть якобы русские люди плачутся о том, как все ужасно, как все ужасно. По одному и тому же они даже не затруднились и не дали себе задачу как-то это сделать художественно и убедительно. Понятно. Это Понятно. очень неубедительно. Это то, что на Коренная, нас но рассчитано. это все очень просто. И Это рассчитано на работает. Запад. Это все рассчитано на Запад. Те предприниматели, как они себя называют, селлеры, которые продают товары двойного назначения, плачутся, что их бизнес горит. Дальше смотрите. Да. Я уже не могу сдерживать слезы. Это главная истеричка. Склад Краснодара БПЛА попал. Склад Краснодара горит теперь. Ну все, дорогие друзья. И Каледина сгорел. Это самый крупный склад был. Какая Были и позитивные моменты. это радостная новость. Реально, ребят, 3 дня. Тьфу. Не горит какие-то склады. Екатеринбург не считается, потому что его потушили и все хорошо. По мне кажется, на этом уже все. Это не все. Это была подготовка к Озону. Сегодня атакован склад Озона.
Все говорили, Озон не тронут, Озон не тронут. Вот, Озон первый склад пошел. Сегодня Оренбургский склад горит, Озон. Сегодня третий склад в Махачкале, Озона горит. Но это все была неправда. Это все для западной аудитории. На самом деле там ничего не горело. Ну, как говорят на российских телеканалах. Мы наконец-то купили наш дом в Краснодарском крае. Вот. Но немножечко о грустном. Жить мы здесь пока не будем. Мы едем обратно в Сибирь. Вот. Сегодня еще ночью были прилеты в сторону Краснодара. Ой. Если вы смотрите... Купили дом на последние. Думали уехать наконец-то с Сибири. Но не там-то было. Возвращаются назад. Вернуться дома уже не будет. А может и будет, но не их. это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебе ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не контрится. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на Wildberries. Еще один нытик получается. На западную аудиторию работает. Еще и собрался с России куда-то уезжать. Меня компания просто швырнула. Говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажор и как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И Ну, конечно, должен. Там налоги растут регулярно. эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Нужно просто создавать условия для людей. Условия, хорошие условия, чтобы у них не было желания никуда уезжать. Получается, парню создали идеальные условия, а он взял и уехал. Неблагодарные. Жители 17 регионов России пожаловались на задержание и принудительную мобилизацию. Как так? Не может такого быть. Это все тоже неправда и пропаганда. Так бы сказали на российских телеканалах. Поддержите канал подпиской, напишите комментарий, поставьте лайк. Спасибо за просмотр. Хорошего времени суток.